Всем доброго времени суточек, с вами Серафима Сан, и вы на канале Истина Оракула. Давайте мы быстренько посмотрим любовную тему, слишком долго не буду, что вас там ждет, какая-то ситуация, может и к чему вам приготовиться. Давайте на нашей любимой колоде, ну прям вот совы уже прям просятся. Хотела перевернуть буквально ситуацию какую-нибудь. Вот 4 карты и вам тоже. Светлячки почему-то идет. Хотела сказать другое слово. Светлые, добрые, солнечные люди, оптимисты. Вот так прям сразу видно. Давайте-ка мы посмотрим первый вариант. Так. Ого, счастье какое-то ждет. Ну, давайте все разложим, прям, чтобы там картина нужна. Какие они красивые карты эти вот. Счастье, мужчина, семья и крест. Интересно, крест это с хорошей стороны или с плохой? Потому что крест может быть обозначать какие-то итоговые события. То есть счастье с мужчиной и вот семьи, в кругу семьи, все хорошо, и какие-то итоги будете подводить. Это один вариант. Второй вариант, это в другую сторону, не очень хорошую. Сейчас мы посмотрим, в какую же у вас тут. Ух ты! Ну, тут не очень хорошо. Значит, не очень хорошо. Тут, простите, так выходит. Холодная постель тут выходит. Тут вмешательство каких-то родственничков. Ух ты. Ух ты. Ну тут прям глобально у кого-то. Я думала, что-то двухминутное гадание. А вот тут какая-то свадьба. Не знаю, кто-то прям какая-то помеха, крест, понимаете? Кто-то против ваших отношений. Чтобы у вас была семья, чтобы у вас было счастье с этим мужчиной. Ну, у кого-то конкретно свадьба, может быть, была ли на носу вот в скором времени, и они против. Вот так они вам делают. Тут даже магией попахивает. Холодную постель. Может быть, просто словами там проклинают, как-то говорят, да, вам. Может, кто-то избегал уже куда-то, что у вас не получилось. И чтобы у вас вот кто-то против, чтобы вы, как бы, ну, если молоденькие девочки смотрят в детородном возрасте, чтобы вы не забеременели, да, почему-то вот так, чтобы не получилось у вас. У кого-то, кто, ну, это просто начало отношений, чтобы не было, да, может быть, вы уже в возрасте смотрите. Вот. Как-то так. Но свадьба еще может быть, не все же прям, все, кто меня смотрит, замуж выходит. Просто укрепление отношений, союз. Понимаете? Тут кто-то прям против. Так, дуэль тут у вас. Сплетни кто-то разводит, что? Тут какая-то дуэль за вас. Ага. Юноша. Нет, тут какая-то, не знаю, мне идет какая-то бабка почему-то идет. Вот как вот это вот прям. Она, то есть все люди говорят, что этот мужчина вас любит, что он и в дуэли. У меня, помните, прошлые расклады были, что этот человек и в дуэли с вами, ну, за вас поучаствует, да, с вами почему-то. Но, возможно, если я это сказала, все мои слова, которые, это подсказки неожиданные. Для тех, кто знает, давно у меня в канале, кто не знает, как-то вот так вот. Любое слово – это подсказка. Раз я так сказала, значит, вы будете участником этого. Вот вы будете стоять и смотреть. И тут какая-то бабка сплетни разносит, что этот юноша не способен за вас там. Как-то так вот. Тут вот так идет. У него там этих женщин ручеек. Обратная же ситуация похожая. Предыдущие расклады любовные мои посмотрите. У меня через раз какой-то любовный, какой-то вопрос, ответ. Это для новеньких говорю. Вот. Подсказки вселенной, или что на пороге, на дороге. Тут эти родственники аристократичны очень, а вы тут никто. У него тут баб ручеек, ты тут куда пришла к нам? Бумеранг какой-то. На вот, держи. Планы, романтика. Сейчас, подождите. Сейчас мы посмотрим. Семья. Что здесь?
Так, это карта мезальянс. Угу. Ну, возможно, у вас вот мезальянс, манипулирование. Ну, какие-то манипулирования идут. Что-то тут они вам палки в колеса ставят. Чтобы вы не танцевали, чтобы вы не планировали, что у вас семья хорошая, романтика и все такое прочее. Постоянно. Они, ну, тут родственники вообще напротив. Почему, непонятно. Почему? Вот тут сваха какая-то. Ну-ка, ну-ка. А это что, алкоголизм? Ничего себе. Они кому-то из вас делают так, чтобы то ли вы выпивали, то ли ваш мужчина выпивал. Ну, какие-то родственники против. Смотря с какой стороны. И на измену делают даже, слушайте, ну тут магии попахивает так-то. Есть, нет. У вас тут магический негатив. Дана, вода, мать. Да нет, тут не магического. Тут больше всего вот вода. Это сплетни. Это только вот на что они способны. Какие-то просто семейные перепалки. Лже-король какой-то еще тут. Ага. Я не знаю, что здесь. Но какой-то жилкороль. Может, это какой-то бывшенький вам ставить палки в колеса и его родственники. Может быть и так. Но тут вот из этих карт магии, ну, нет совершенно такой прям. Вот. Я просто специалист по магическому негативу больше. Вот. Ну, значит, тут идет сплетни. Тут они не способны. Подпаивают они кого-то. Будьте осторожны. Может быть, они, ой, ты наша невесточка, ой, туда-сюда, там, да, да. А сами там бутылочку налили, там, стопочку, ой, давай. А потом перед ним, например, если это его родители, да, говорят, ой, что это у тебя за пьяница такая? Ну, как-то вот образно. Или наоборот, это с другой стороны. Смотрите, как у вас. И у вас как-то постоянно вот такие бумеранги, образно говоря, то есть вы такие, все у вас хорошо, в отношениях все нормально, вы такие, о, вот как-то вот так идет. Ага, получили, да, там, кто там, теща, свекровь, еще кто-то. Все у нас хорошо, и все у нас будет нормально, у нас любовь, романтика, у вас ничего не получится. А она такая, лови-ка бумеранг тебе. И там что-нибудь еще устраивают, да, какие-то сплетни распускают, вот на алкоголизм, на планы какие-то. Ему в уши льют, к примеру, это его родственники, они там про вас плохое говорят. Ну, у вас тут, конечно, да, да. Ну, холодная постель это просто сплетни, понимаете, говорят там, может, какая страшненькая или еще что-то. Ну, вот по-разному бывает. Чтоб не получилось, что-то про вас плохое говорят. Ему одно, вам другое, и вот тут у вас такой дисбаланс. Надо вам еще что-то, девочки. Давайте вам совет, мальчики. Ну вот такие перепалки. Было у вас, не было, но у вас постоянно перетягивание каната. Выгода какая-то. Угу. У вас тут любовь на самом деле между вами, да? А вас обвиняют, там, что вы с ними ради выгоды, понимаете? Хотят, чтобы вы... Сейчас дальше посмотрим. Еще ситуация. Куда ты типа идешь, монашка? Как бы монашка по-разному может быть, да? Там, может быть, вы там долгое время одиноки, и тут вы встречаете мужчину, и они вам говорят, да ну, почему-то идет Клавдия Тимофеевна, вот так идет. Да ну, это Клавдия Тимофеевна нужна тебе, потому что люди разного будут возраста смотреть, могут и не молодого смотреть, потому что
У меня в прошлом было старик со старушкой и там признание в любви. И будет говорить, да зачем тебе эта монашка? Ну тут родственники на уши прям капают. Женщина, вот, перетягивание каната, прям точно, я вот эту карту увидела. Маскарад у вас вот такой, постоянное перетягивание каната. Тут вот женщина, да, главное. Там какая-то вот бабка мне пошла. Какая-то мама, бабушка, тетя, кто-то вот из женщин против. А у вас любовь. Понимаете, две карты любви. Ну, представляете, как мужчина любит, так и вы любите. У вас все замечательно. Солнышки мои, не останавливайтесь, если у вас любовь. Ну, всякое бывает. Как там песня, всякое разное, это не заразно. Почему-то вот так у меня пошло. Ой. Вот эти карты у меня выпали. Угу. Но вас ждет примирение. У вас мужчина довольно-таки вас любит. Видите, какая карта вышла? Подкаблучник. Ну, если мужчина смотрит, то переворачивайте. То есть он для вас делает все, он вас любит. Поэтому они, наверное, и ревнуют, что, может быть, он, кстати, вам больше внимания уделяет, чем этой там бабушке, маме или кому там, сестре, может быть. Но это явно родственница. Вот. И вы скоро будете собирать урожай. Видите, какой урожай, жатва? То есть вы как-то найдете, как примириться. Правильно я понимаю? Вообще полностью или же на время? Вот мне интересно. На время или полностью? Подскажите нам какой-нибудь. О, через религию? Может, у вас по религии вопрос? Но бывает такое. Вы там одной религии, а не другой религии. Может, из-за этого у вас? Ну, пошло через религию. Ух ты. Может быть, в скором времени вы планируете детей, и может быть и такое пойти. Может быть, у вас уже есть дети. У кого-то есть, например, вот такая ситуация. И вы хотите покрестить ребенка, почему-то идет. Но вы хотите, чтобы он был в вашей религии, а они хотят, чтобы их не. Может быть, вот этот вопрос стоит. Обратно алкоголизм какой-то. Ну, раз алкоголизм, еще колдовство все равно какое-то. Они мечтают. Пока что сильного колдовства нет, но они мечтают об этом колдовстве. Кстати, тут и идет о том, что они мечтают кому-то обратиться. Поэтому будьте начеку. Это для вас предупреждение. Вот. Ребенок может быть так, как и на действующего ребенка. А также, там же было в начале, чтобы вы не смогли забеременеть, ну, чтобы не было внуков. Или если вы, ну, в возрасте, да, чтобы, ну, ваши дети другой религии, а их дети другой, и они запрещают общаться, ну, как-то так идет, понимаете? Вот на алкоголизм хотят сделать все-таки магическим образом. Сейчас они просто подпаивают, понимаете, опои, корм и все это такое прочее. Колдовство, ну, реально магию хотят делать. Так, вот, чтобы ушел от вас мужчина. Чтобы не было движения у вас, страсти друг к другу не было. Вот тут главная причина – это холодная постель. Сейчас они пока хотят физически, потому что магия у меня пока не вышла. Но это для них ловушка на самом деле. Да. Себе только хуже сделают. Вот тут как-то идет. Вот предупреждение. Ну, смотрите мы дальше другие расклады будем просматривать. Также можете подписаться на мои другие каналы два по магическому негативу. И там любовная тема тоже выходит, солнышки мои. Ну все, ставьте лайки, пишите комментарии, посмотрим другой вариант. Да. Здравствуйте, весельчаки. Давайте посмотрим, что у вас. Сейчас я вам красивую картину сделаю, чтобы вам было не скучно. Так. Растоптанное сердце, боже ты мой, соблазн, грань. Так, это о чем речь? Тут вам кто-то хочет сделать так, что кто-то вам был не по судьбе. У вас было растоптанное сердце. Тут кто вам нравится, понимаете, у вас соблазн. Вам кто-то нравится. Так, вот это прикроем. А вам хотят сделать, чтобы у вас было растоптанное сердце.
Интересно, интересно. И эта карта судьбы, то есть грань какая-то была, что типа мужчина этот, ну, или мальчики смотрите, или женщина, вам не по судьбе, дал, нужен он тебе. Типа вот так вот идет. Так, выбор, выбор, выбор. Ты типа не тот выбор сделала, на грабли обратно на те же станешь. То есть такого же выбрала, как и в прошлом раз. Ну, как-то так. Какое-то путешествие. Будешь сидеть на шее. Что это такое? Вы не работаете, что ли? Навязчивость. Вот таким... Тут говорят о том, как вас видят. Не знаю, то ли кто-то, кто вам близок, то ли родственники. Понимаете? Ага. Мужчина тут. Все из-за мужчины. Что вы очень сильно навязчивые, понимаете? Любите какого-то мужчину и сильно у него вот на шею сели, вот, навязываетесь ему, вот как-то так. Кто это так думает так? Ну, как кто? Так, сейчас мы еще дальше посмотрим. О, это все-таки что-то с прошлым связано. Ну, тут какие-то элементы. Но все-таки это, наверное, бывшенький. Какой-то любовный маскарад тут. Уединение. Алименты вы с кого-то будете запрашивать. Типа ты мне должен. Интересная ситуация. Так, здесь какой-то враг. Я же говорю, перетягивание канала. Тут враг. Да что ж такое-то? Вот что значит. Тут какая-то женщина, враг, перетягивает канат на себя. Смотрите, тут какая ситуация. Тут ситуация, что это, возможно, ваш бывшенький. Эта женщина влияет на ваше счастье. Или какая-то соперница. У кого-то бывший, у кого-то... Ну, потому что тут человек же мужчина из прошлого. Может, у кого-то этот человек в настоящем. Там, может быть, ссорились и сейчас до сих пор вместе, да? Вот. И это не вы элементы требуете. Это она требует элементы, потому что, возможно, у этой женщины, врага этого, есть ребенок. У этого мужчины есть ребенок. И он ей платит алименты. И вот она постоянно такие сплетни разводит. Что вот ему говорит, что она тебе навязалась там. Вот такая ситуация. Ты все равно напоришься на те же и грабли. То есть это про вас такие сплетни, вот это вот. Не знаю, хочется сказать на слово «су». Литературное слово «суч». Дальше додумывайте. Вот прям она такая стерва. Вот она ему говорит, что да ну, на те же грабли напоришься. То есть как-то так. Что вот то, что вы любите этого человека, мужчину, это с кем вы живете сейчас в настоящем, что это типа маскарад, и она тебя не любит. Тут как-то так. Какая-то женщина из прошлого. Вот. Вот такие тут дела. Ну, просто этот мужчина, почему вышел с прошлого, то есть вы с ним расставались уже и обратно сходитесь. Сошлись или в данный момент сходитесь. Но она повлияла на ваши отношения. Вот тут такой враг. Что здесь еще? Жатва. Обязательства. Примирение. Но у вас будет примирение. И почему-то старик какой-то вас примирит. Какой-то дедушка или же отец. Вот какой-то мужчина вас в возрасте будет примирять.
Смотрите, примирение будет, не волнуйтесь. Если тема будет ли примирение, будет. Даже если у него, да, у него есть обязательства. Но тут реально говорится, что он платит алименты, у него есть ребенок. Но вот будет жатва, улучшение отношений. И все равно идет религия какая-то. Какая-то духовность. Да, у вас сейчас трясина. Вот. Ну-ка, что тут в дом? Девушка в дом. Тут еще какая-то девушка в дом придет. И счастье принесет почему-то. Я не знаю, какая-то молодая девушка. Кто это? Ребенок. Ну, тут какой-то девушка, ребенок. Угу. Тут помимо этого, смотрите, если вы детородного возраста, то вам делают преграды, чтобы у вас ребенка не было. Вот девушка, это вы тогда получается. Чтобы у вас деток не было, да? У вас трясина из-за этого. И как бы, вот не знаю, почему-то религия идет. Важно очень в вашей семье такая тема, что вам нужно там наследника какого-то там рожать, к примеру. Тема религии, духовности. И вот этот вот старичок, он поможет. Кто может? Дядя или еще кто? Отец. Вот видите, закат. Закат не дает, чтобы в дом пришло счастье. Вот. Также могут делать на вашу дочку, к примеру. Девушка тут вышла молодая, чтобы она, то есть какие-то, может быть, родовые проблемы. Тут еще вот это может быть. Вот эта карта еще. Семья. Да, тут влияет на то, чтобы или у вас, если вы молодая девушка детородного возраста, не получилась семья и деток не было. Если в более старшем возрасте, чтобы не было детей у ваших детей. Тут реально попахивает какой-то родовой магией. Вот реально. Это соперница. Ух ты. Что себе карта вышла? А что это отвод отката у вас идет? Слушайте, ну у вас тут ради собственной выгоды у вас кто-то на вас тут по высшему суду, во-первых, делают порчу на сумасшествие, я не знаю, то ли на ваш род. Смотрите, дочка, внучка, еще кто-то вот на эту девушку делают. То ли это вы. Ради собственной выгоды. Тут какой-то отвод, отката, переклад просто. Тупо на вас делают переклад по роду. Вот так вышло. Да, погадала на любовные отношения. Подписывайтесь на мои каналы. Все мои 2 канала других на магический негатив. Там смотрите подробнее. Я вам так вот образно сейчас. Императрица у вас. Она делает вам печать краха на ваше колесо фортуны. И вот уроки она свои не прошла. То есть для нее это ловушка. Ну, для вас понятно, что это. Вот как-то так, смотрите, это предупреждение. Это враг прям опасный. Мешает вашим отношениям. Кто эта женщина? Смотрите сами. Вот. Вот такая трясина вас ждет, почему-то идет. Так, ну совет. Просто одну карту. Страсть. Угу. Вам надо очень иметь огромное желание выйти из этого. Вот крест, вот это вот вам, вот этот подмен судьбы, да, есть такая порча, подмен судьбы, возможно, да, то есть перекладывать родовые отработки на вас. А вам надо очень захотеть выбраться из этого. Страсти тут имеется в виду, что огромное желание выйти из этого состояния. Иначе у вас будет вот несостыковки какие-то. Что это за карта? Иначе вот так. Тут тоже карта монашки вышла. Иначе можете остаться одна. Вот тут монашка в другом смысле. Вам надо молиться. Вот так делать не надо. Ожидать. Смотрите, 2 разные карты. Вам надо то ли просить высшей силы,
То есть, возможно, еще этот мужчина может на вас руку поднимать. Это другой. Маньяк это другой совсем. Что-то такое делают, рассорки, да, семейные отношения. А вы вот, как не знаю, извините, может строго, но идет слово, хаваете это все, сидите и ждете. А вам надо то ли снимать этот магический негатив, вот так умолять, или у вас так умолять высшие силы, чтобы они вам ангелом-хранителем обращаться. Как-то так. Или самой молиться, или обращаться к кому-то. Ну, тут реально есть негатив. Если в прошлом варианте пока нет, собираются колдовать, но у вас есть. И они почему-то себя аристократами считают в этой семье. Что вы прям вот ради выгоды с ним. Ну, это баба-соперница. Кто там? Она. Ну, тут идет сваха. Ну, возможно, это свекровь, да? У кого-то теща. Вот она, соперница. Какая-то сваха. Интересно. То есть она притворяется вам добрым, светлым человеком, а сама там идет и делает. Вот. Танец. Да, да. На потерю эмбриона обратно. Эмбрион, ребенок. Я еще говорю, тут по роду идет. На бесплодие. Вот так я бы вам сказала. Это точные слова. Ну, простите, солнышки, вот тут такая картина. Если это не ваша картина, то, пожалуйста, тогда другие мои любовные расклады смотрите. Там где-то вообще хорошие есть. И предложение руки, и любви, и все такое прочее. Ну, вот такая катавасия у вас, солнышки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.